Путин пытался убить Зеленского. Американская гуманитарная помощь опасна для здоровья, а для Украины нашли еще 1 миллион боеприпасов. Обо всем этом расскажу подробнее в эфире «Нехта». Самые важные и интересные новости. Губернатор Гагаузии после встречи с Путиным возвращается в Молдову. Потому что мы не считаем Российскую Федерацию врагом. Мы хотим дружить с Российской Федерацией. Гуманитарные грузы будут возить в Газу с Кипра. Кипрский морской коридор направлен на увеличение объемов помощи, дополняя другие маршруты, включая важный пункт пропуска Рафах из Египта. И новая точка конфликта, возможно, появится на границе Индии и Китая. Китай привержен сотрудничеству с индийской стороной для поддержания мира и спокойствия на границе. Поэтому мы считаем, что подобные шаги индийской стороны не способствуют миру и спокойствию. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте ставить лайки, не забывайте оставлять комментарии. Это очень важно. YouTube тогда видит, что вам это видео нравится и показывает его другим. Поехали. Путин пытался убить Зеленского 10 раз. Об этом говорит сам президент Украины в интервью итальянскому каналу «Рая-1». Говорит, цель Путіна – повне уничтоження України. Кажуть більше 10, але кажуть службовці, спецслужбовці, розвідка. Тому я, чесно кажучи, не рахую цю кількість. Мені здається, що в Україні всі наші люди, військові, які на фронті, вони ризикують щодня своїм життям. Цивільні, на яких от такі удари, як в Одесі були цивільні, ви бачите, ризикують також в мирній Одесі своїм життям. І я президент своєї країни, тому я також ризикую. І зрозуміло, чому я до цього відношусь. Я повинен бути в таких самих умовах, як і кожен українець. США не устраивает то, как воюет Украина, пишет Нью-Йорк Таймс, но авторы статьи отмечают, что это разочарование взаимно. Американские чиновники говорят, что Киев слишком долго и затратно отстаивал Авдеевку, а в Украине недовольны тем, что американский политический паралич привел к нехватке боеприпасов для войск на фронте. Поскольку каждый день проходит без пополнения запасов боеприпасов, украинская артиллерия дозирует снаряды, которые у них есть. Моральный дух катастрофически падает. Американские военные стратеги, включая министра обороны Ллойда Остина, считают, что Украина должна концентрировать свои силы на одной большой борьбе за раз. Вместо этого президент Владимир Зеленский, который поклялся выгнать Россию с каждого клочка украинской земли, тратит свои силы на бои за города, которые, по словам американских чиновников, не имеют стратегической ценности. Авторы «Нью-Йорк Таймс» надеются на взаимопонимание между президентом и военными и на успех наступательных операций, подготовку к которым анонсировали в этом году. К инициативе чешского президента привезти в Украину 800 тысяч артиллерийских снарядов добавились еще 200 тысяч. Об этом пишет Министерство обороны Норвегии на своей странице. Правительство Норвегии выделяет 1,6 миллиардов норвежских крон, это примерно 153 миллиона долларов, на осуществление всей этой инициативы. Норвегия уже поддерживает Украину артиллерийскими боеприпасами как из собственных запасов, так и непосредственно из отрасли. Сегодня мы решили внести дальнейший вклад в 1,6 миллиардов норвежских крон в инициативу, возлагаемую Чехией по обеспечению столь необходимой артиллерии для Украины как можно скорее. Накануне Петр Павел, президент Чехии, заявлял, что все деньги на закупку 800 тысяч боеприпасов найдены. Теперь это количество благодаря Норвегии выросло до 1 миллиона. Продолжая тему с боеприпасами и международной помощью, президент Франции заявил, что его страна пытается договориться с арабскими странами о возврате проданного ими французского оружия. Американская гуманитарная помощь убила нескольких человек в секторе Газа. У гуманитарных грузов просто не раскрылись парашюты, и они падали на людей. Как минимум 11 человек пострадали, по разным данным от 2 до 5 убито.
А Еврокомиссия планирует открыть морской коридор в Газу для того, чтобы поставлять гуманитарную помощь окруженному региону. Глава Еврокомиссии говорит, что заработает коридор в эти выходные. Грузы из Ларнаки в Газу пойдут пока в пилотном режиме. Кипрский морской коридор направлен на увеличение объемов помощи, дополняя другие маршруты, включая важный пункт пропуска Рафах из Египта и воздушные поставки из Иордании. Очевидно, что мы находимся на том этапе, когда просто необходимо задействовать все возможные маршруты. Урсула фон дер Ляйен говорит, что запустили этот коридор вместе: Европейский Союз, Объединенные Арабские Эмираты и Соединенные Штаты Америки. Китай считает, что действия Индии по увеличению численности войск на спорной границе не способствуют ослаблению напряженности, заявила об этом официальный представитель Министерства иностранных дел Китая. Китай привержен сотрудничеству с индийской стороной для поддержания мира и спокойствия на границе. Поэтому мы считаем, что подобные шаги индийской стороны не способствуют миру и спокойствию и не соответствуют консенсусу, достигнутому двумя сторонами для ослабления напряженности на границе. Индийское правительство перевело с западной границы на границу с Китаем дополнительно 10 тысяч солдат. Страны договорились поддерживать контакт далее по дипломатическим и военным каналам. В Молдову возвращается Башкан Гагаузии. Ее прибытие после визита в Россию можно назвать триумфальным. Встречали ее в аэропорту, создавая картинку в основном для российских, но и для молдавских медиа тоже. Напомню, Елена Гуцул летала в Москву на встречу с Путиным и главой Совета Федерации Валентиной Матвиенко и просила защитить ее от преследования властей, заявляла о притеснении гагаузов со стороны Кишинева. Потому что мы не считаем Российскую Федерацию врагом. Мы хотим дружить с Российской Федерацией. К сожалению, сейчас это происходит из-за того, что прерываются все отношения с Россией, страдает. Прокуратура Молдовы пообещала направить дело против Гуцул в суд за злоупотребление властью и превышение полномочий. Это человек с очень ограниченными личными качествами. То есть это просто марионетка, в которую вложили определенные суммы денег, большие суммы денег. И единственное, в чем стоит обвинять власти Республики Молдова, это то, что они еще не посадили всю эту шарашку за подкуп избирателей на выборах Башкана Гагаузии. Там была проведена определенная операция, спецоперация так называемая, да, силовых органов, СИБа и так далее, которая закончилась полным фиаско. Центр Национального центра по борьбе с коррупцией, прокуратуры по борьбе с организованной коррупцией и СИБа, службы информации и безопасности, которые закончились полным фиаско. Они поехали туда на обыск, арестовать документы, связанные с подкупом, фальсификацией выборов и так далее. И им просто не разрешили оттуда их вывести. Будет ли Гагаузия отделяться от Молдовы и станет ли она еще одной точкой приложения российских усилий по так называемой защите русскоязычного населения, думаю, мы скоро увидим. Целиком и полностью она действует не в интересах Гагаузии, она действует не в интересах Молдовы, она действует исключительно в интересах России. И ее будут именно так использовать, причем очень интересным гибридным методом. Являясь фактически представительностью электората Илана Шора, который в Молдове такой себе, сейчас находится он в бегах, к слову сказать, а в принципе он является таким себе молдавским Медведчуком, она пользуется финансированием как со стороны России, так и со стороны Турции. Турция поддерживает гагаузов. Это историческая тема финансовой поддержки Гагаузии Турции. И поэтому, в отличие от Приднестровья, у Гагаузии, скажем так, двойной финансовый поток. И Россия пользуется сейчас этим в условиях как бы ограниченных финансовых возможностей, но при этом неограниченном влиянии на тех или иных политических лидеров Приднестровья или Гагаузии.
Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие, жду ваших комментариев, лайков и репостов, это важно для того, чтобы YouTube увидел, что это видео можно показывать большему количеству людей. Ну а у меня на этом все, до встречи и хороших вам новостей.